Здравствуйте! TRN BT1 это крайне странные True Wireless наушники, от которых я был немножечко в шоке, потому что TRN это компания, которая выпустила T300, прекраснейшие ТВСки, которые себя великолепно зарекомендовали, которые имеют хорошую репутацию и объективно хорошие наушники. И когда знакомился, слушал BT1, было очень много вопросов. Итак, при своей стоимости в 120 белорусских рублей уже, естественно, есть некоторые требования к самому кейсу, к исполнению. И пластик здесь, откровенно говоря, бюджетный. Кейс достаточно большой, не такой монструозный, как у многих других производителей, но тем не менее, по современным меркам уже достаточно большой по своим размерам. Внутри у нас есть индикатор заряда самого кейса, что очень удобно, что приятно и ненавязчиво. И наушники, которые на первый взгляд достаточно хорошие, потому что они компактные, имеют эргономичную форму, практически на том же уровне, что и у КЗ. И при этом полноценный звуковод. То есть он здесь, в общем-то, нормальный, подбирать какие-то амбушюры можно. Но, когда вставляешь наушники в уши, то сталкиваешься с такой проблемой, что неприятно их держать в ушах. То есть у них материал самого корпуса крайне похож на мелкую-мелкую наждачку. И поэтому, когда ты их вставляешь, то создается такое чувство, что трется что-то вот такое наждачное. И реально это было неприятно. То есть я вот выслушивал определенное время, чтобы составить какое-то мнение и просто побыстрее снять их. Это было крайне дискомфортно, и у меня вообще было впервые такое, чтобы мне хотелось как можно скорее снять наушники. И когда снимаешь их, казалось бы, там уши чистые, все, недавно чистил, все равно остаются какие-то следы, которые также непривычны при использовании других наушников. Это все очень странно, и чем больше ты с ними знакомишься, тем больше возникает вопросов, на которые у тебя ответа нет. И следующее это звучание. Опять же, в плане каких-то характеристик, в плане шумодава, технологий нет. И, в общем-то, при этом бюджете это еще простительно и понятно. То есть хотя бы в гибридную схему излучателей сюда вставили, уже должно быть как таким плюсиком. Хотя по факту на это особое внимание обращаясь сколько там арматурных, если они там, сколько там динамических и так далее, это не принципиально, потому что и один динамик может звучать лучше, чем 35, 48 и так далее. Главное, как все это настроить и какие будут излучатели. Так вот, по звуку проблема в том, что это очень темное звучание, баса здесь много, прям очень много. При этом не столько по своему весу, как по количеству. То есть веса здесь как раз таки не хватает, чтобы прям мощный такой удар был весомый. Этого не происходит. Но одновременно с тем низкие частоты залазят и на середину, и на высокие частоты, что естественно сказывается и на детальности, и на восприятии музыки глобально. Поэтому середина здесь понятно, что остается в тени от низких частот. От этого мы имеем нехваток по ее открытости, по ее звучанию в целом, по какой-то дороговизне, по детальности неприятно слушать. И то же самое касается высоких частот. Они здесь прячутся, и хотелось бы, чтобы их и количественно было больше, и качественно они были лучше. И, естественно, говорить о какой-то хорошей сцене не приходится. Да и, в принципе, чем дальше с ними взаимодействуешь, тем более все это неприятно, потому что уже приходится выискивать музыку, где они звучат хорошо, для того, чтобы описать, что вот в таких-то жанрах они будут классные. Но и этого сделать не получается. С учетом того, что все-таки родные амбушюры недостаточно длинные, не получается сделать хорошую посадку, и в итоге их нужно поправлять. А как вы уже помните, корпус по своей форме неприятный, и на нежную внутреннюю часть уха он воспринимается очень плохо. Поэтому все, постарался как можно быстрее с ними распрощаться, так сказать, и все. Но и одновременно с тем хотелось сделать такой выпуск, хоть и крайне негативный, но хотелось, потому что про TRN BAX я говорил очень много положительных слов, очень лестно, поэтому какой-то баланс должен быть. Поэтому о чем-то очень хорошо, а о чем-то как есть. Ну и в принципе из BAX как есть, они действительно
понравились. Но, опять же, баланс должен соблюдаться. Поэтому на этом буду завершать данные видео впечатления. Если вас они заинтересовали по каким-либо причинам, то по ссылке в описании сможете найти. Присутствует доставка как по Беларуси, так и по России. И на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Мира, здоровья и до скорых встреч.